Леса покрывают почти треть суши нашей планеты и играют огромную роль в поддержании жизни на Земле. Некоторые из них стали частью современных городов, другие же по-прежнему остаются девственными из-за своей непроходимости. Среди них встречаются удивительные места, хранящие в себе тайны, легенды и неожиданные находки. На северо-востоке Франции, в лесу Уэльгоа, находится уникальная достопримечательность — дрожащий камень. Этот гигантский валун длиной около 7 метров и весом более 130 тонн поражает тем, что его способен раскачать даже ребенок, если толкнуть в нужную точку. Секрет заключается в особом положении валуна. Он покоится на вершине другой скалы, при этом площадь опоры значительно меньше площади самого камня. Из-за этого часть валуна нависает в воздухе, и если знать, где именно нужно приложить усилия, можно заставить камень колебаться, будто он живой. Неудивительно, что туристы приезжают сюда, чтобы испытать свои силы и сделать эффектные снимки. В этом же лесу можно увидеть и другие необычные образования, например, камень-шампиньон, действительно похожий на гигантский гриб. В 2021 году тату-мастер из Ноттингемшира по имени Куш Рэй, увлекающийся ловлей на магнит, сделал находку, которую сам посчитал доказательством существования Робин Гуда. Он направился в озеро в Шервудском лесу, неподалеку от знаменитого дуба, где, по преданию, жил благородный разбойник, и достал из воды наконечник серебряной стрелы. Куш Рэй сообщил о своей находке властям, и наконечник передали специалистам. Исследования показали, что артефакт датируется X веком и никогда не использовался по назначению, что усилило версию о его возможной связи с легендарным героем. В начале 2020 года при санитарной вырубке леса неподалеку от шотландского городка Мофта сотрудники лесного хозяйства наткнулись на железную дверь, скрытую среди густых зарослей. Она вела в подземный бункер времен Второй мировой войны. Считается, что он служил убежищем для одного из подразделений секретной армии Черчилля, в которую входили добровольцы, готовые действовать в случае вражеского вторжения. Бункер располагался на глубине около 1,5 метров, имел кирпичные стены, металлическую дверь, длину 7 и ширину 3 метра. В нем могли разместиться 7 партизан. Подобные укрытия были разбросаны по всей сельской местности, и многие из них до сих пор остаются ненайденными. В 3 часах езды от Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд, находится государственный лес Дури-Кай. Обычно здесь находят древние окаменелости, представляющие ценность для археологов, однако в октябре 2020 года местный житель из города Карара наткнулся на нечто куда более тревожное — человеческий череп. Мужчина отдыхал на природе, когда под слоем опавшей листвы у подножия дерева заметил странный предмет. Поняв, что это человеческий череп, он немедленно вызвал полицию. Эксперты установили, что останки могли принадлежать золотоискателю XIX века, погибшему в этих местах, но подтвердить это точно не удалось. В июне того же года житель деревни Понга-Кава на северном острове Новой Зеландии пережил настоящий шок, когда в лесу недалеко от дома обнаружил 2 странных круглых объекта, напоминавших глазные яблоки. Сначала мужчина испугался, но позже понял, что это грибы. Он сфотографировал находку и выложил снимок в интернет, вызвав бурное обсуждение. Вскоре выяснилось, что загадочные глаза — это грибы из семейства звездовиков. При созревании их оболочка раскрывается, образуя форму звезды, а у некоторых видов она остается полузакрытой, из-за чего гриб действительно напоминает глазное яблоко. Эти грибы растут в лиственных лесах среди опавшей листвы, не ядовиты, но и несъедобны. В 2020 году на греческом острове Лемнос, недалеко от города Варос, рабочие во время строительных работ нашли окаменелость дерева длиной 8 метров. Ученые определили, что это древняя секвойя возрастом около 20 миллионов лет.
Она прекрасно сохранилась благодаря вулканической активности, характерной для региона в эпоху Миоцена. Лава покрыла поваленные деревья, запечатав их от разрушения. После этого открытия специалисты решили продолжить поиски подобных окаменелостей на дне Эгейского моря между островами Лемнос и Лесбос, где, по их мнению, может находиться множество таких экземпляров. В округе Фрайбург в Германии в 2024 году рабочий по имени Клаус Фолькер, занимавшийся прокладкой труб, обнаружил клад из 1500 серебряных монет. Он сообщил о находке властям, и вскоре на место прибыли археологи. Исследования показали, что монеты были отчеканены в 13-20-х годах на территории современных Германии, Швейцарии и Франции. В те времена за такую сумму можно было купить более 150 овец. Открытие позволило ученым узнать больше о добыче полезных ископаемых и чеканке монет в регионе 700 лет назад, когда Лаутерталь был важным центром горного дела. Робин Гуд — один из самых известных героев английских баллад, благородный разбойник, грабивший богатых и помогающий бедным. Существовал ли он на самом деле, неизвестно, но историки считают, что если прототип действительно жил, то это могло быть в X-XI веках. В 2016 году в Шервудском лесу 34-летний автомаляр и любитель поиска с металлоискателем Марк Томпсон обнаружил старинное золотое кольцо с драгоценным камнем. С одной стороны перстня выгравировано изображение младенца Иисуса, с другой — неизвестный святой. Украшение оценили в $35 тысяч, и Томпсон предположил, что кольцо могло быть когда-то добычей Робин Гуда. Национальный парк Нью-Форест на юге Англии — один из крупнейших заповедников страны, площадью почти 3755 квадратных километров. Здесь растут вековые дубы и буки, а также сохранилось огромное количество древних отметин на деревьях, дендролифов. Некоторые из них насчитывают более 500 лет. Наиболее известные — королевские метки в виде стрелы, которыми обозначали деревья, предназначенные для кораблестроения. Когда для судов начали использовать сталь, многие из этих деревьев остались нетронутыми. Помимо меток флота, на стволах встречаются и мистические символы. Концентрические круги — так называемые колдовские знаки, которые, по поверьям, защищали от ведьм и злых духов. Здесь можно увидеть также рисунки животных, людей, даты и инициалы, оставленные много веков назад. Эти живые летописи делают прогулку по парку настоящим путешествием во времени. Мед известен как полезный продукт, однако существует его разновидность, опасная для людей и животных, так называемый безумный мед. Он встречается только в Турции и производится пчелами, собирающими нектар рододендрона, содержащего нейротоксин андромедотоксин. Это вещество сначала возбуждает нервную систему, а затем подавляет ее. Отравление может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Еще древнегреческий полководец Ксенофонт в I веке до нашей эры описывал, как его солдаты заболели после употребления такого меда во время похода в Малую Азию. В наши дни случаи отравления все еще происходят не только среди людей, но и среди животных. В 2022 году в Турции нашли молодую медведицу, которая съела слишком много безумного меда и вела себя дезориентированно. Ее вовремя доставили к ветеринару, оказали помощь, и вскоре животное выпустили обратно в лес. Когда говорят о единорогах, на ум приходят сказочные существа, но в природе действительно существует животное, прозванное азиатским единорогом — саола. Этот редчайший вид парнокопытных обитает в лесах Вьетнама и Лаоса и был открыт лишь в 1992 году. Длина тела саолы достигает 180 сантиметров, вес около 100 килограммов,
а длинные тонкие рога до 50 сантиметров придают ей величественный вид. Эти животные встречаются крайне редко и живут во влажных, труднодоступных тропиках на высоте до 1800 метров, поэтому ученым мало известно об их поведении. В 2016 году в горах Пинд на севере Греции исследователи нашли рощу древнейших сосен Гельдрейха возрастом около 1000 лет. Одно дерево, названное Адонисом, оказалось старейшим в Европе. Ему более 1750 лет. Определив возраст по кольцам, ученые установили, что сосна пустила корни задолго до Средневековья, и сегодня она считается живым памятником природы. В 2011 году в английском графстве Дорсет археологи обнаружили древнеримскую дорогу возрастом почти 1900 лет, проложенную во времена императора Клавдия. Она была частью пути из Лондона в Эксетер, построена из нескольких слоев гравия, с дренажными канавами по бокам и сохранилась благодаря прочной конструкции. В 2019 году в лесу недалеко от Кёльна нашли советский радиоприемник «Стриж», произведенный в 1987 году для шпионской связи. Он был запечатан в металлический контейнер и не использовался, что говорит о его тайном предназначении. Приемник способен был передавать данные на 12 километров и снабжен всем необходимым для автономной работы. Сейчас он хранится в Краеведческом музее Бонна. В 2012 году в английском графстве Суррей произошло необычное событие. В лесу нашли дом, о существовании которого никто не знал. Семья Браун построила его в 2007 году без разрешения на охраняемой зеленой территории, но по закону их нельзя было выселить, так как с момента постройки прошло более 4 лет. В марте 2024 года в австралийском лесу недалеко от Сиднея мужчина обнаружил зеленый металлический ящик, прикрепленный к дереву цепью и закрытый на замок. Снимок находки вызвал множество версий, от шпионского оборудования до квестового тайника, но содержимое так и осталось загадкой. В Индии разнообразие лесов огромное, от влажных тропиков до сухих терновых зарослей, и многие животные погибают на дорогах. Чтобы этого избежать, в 2020 году в штате Уттаранчал построили экологичный мост для перехода животных длиной 27 метров и сделанный из бамбука, травы и джута. Он стал символом заботы о природе. Весной 2021 года шведский картограф Томас Карлсон, создавая карту леса возле города Эллинс, заметил бронзовые украшения — ожерелья, браслеты, иглы, петельки. Археологи установили, что это сокровища бронзового века, возрастом около 2500 лет, принадлежавшие, вероятно, богатой женщине. Предметы чудом сохранились и, по всей видимости, были вырыты на поверхность животными. В начале 2024 года в Англии на продажу выставили участок земли с небольшим домом и коллекцией из 300 ретро-автомобилей 40-х, 70-х годов XX века. За $400 тысяч новый владелец получит не только жилье, но и уникальное собрание редких машин, а также готовый бизнес по их продаже. На нашей планете остается множество густых и неизведанных лесов, полных тайн. Современные технологии, включая дроны, позволяют увидеть скрытое от человеческих глаз. Однажды оператор дрона опубликовал снимок странной фигуры, напоминающей человека без головы, что породило массу догадок, от мистических существ до обычного пугала. В 2020 году в индийском штате Западная Бенгалия лесники нашли редчайшую желтую черепаху. Ученые объяснили ее необычный цвет генетической мутацией, при которой исчезают все пигменты, кроме желтого.
В Индии такие черепахи считаются священными, ведь, согласно индуистской мифологии, бог Вишну когда-то являлся на Землю в образе желтой черепахи. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.